Survival Horror — лучший жанр в играх. И единственный, который пугает тебя не монстром, а бухгалтерией. Одного магазина хватит на 2 врагов, а в коридоре их 4. Одна аптечка на 2 часа, 1 сейф и тот на ленте, которая тоже кончается. Ладони потеют не от неведомой твари, а от арифметики, где ты с самого начала в минусе. Жанр таким и родился. 96-й, первая PlayStation, память меньше, чем у робота-пылесоса. Разработчики не могли завалить тебя контентом, поэтому отобрали все. Патроны, место в инвентаре, право на ошибку. Бедность была не сеттингом, а движком. Сегодня мы разберем то, как из нищеты собрали самый честный страх в индустрии. Разберем под микроскопом от первого Resident Evil до релиза в 2026. А начну я издалека. С пацана, который прочувствовал эту экономику раньше, чем узнал, что у нее есть название. Конец 90-х. Небольшой городок Кемеровской области. У пацана нет почти ничего. Ни интернета, ни денег на игры, ни даже взрослого, который бы объяснил, во что он вообще играет. Зато у него есть починенная отцом первая PlayStation и 2 диска, которые кто-то принес в телеателье и не забрал. Resident Evil и Silent Hill. И вот этот пацан сидит в темноте. У него 3 патрона. Полоска здоровья мигает красным, а где-то за стеной скребется. И он не стреляет. Он боится потратить этот патрон. Запомни это чувство. Пацан тогда не знал ни слова геймдизайн, ни слова survival horror. Он просто чувствовал кожей. У него меньше, чем у врага. И это было самое честное, что с ним вообще случалось. А еще этот пацан не умел читать по-английски. На коробке было написано Survive Horror. Выживи в ужасе. Англо-русский словарь, детская логика. И вот он стоит перед суровыми мужиками, продавцами и гордо требует: есть у вас Survive Horror? Survive Horror в наших разговорах быстро мутировал. Сначала в SH, потом в SH, а потом в сушку. Слово прилипло намертво, а казуальные, мягкие, ничем не рискующие хорроры я позже стал звать мякишами. С теми мужиками потом случилась отдельная история, но до нее мы еще дойдем. Так вот, 25 лет спустя тот пацан вырос, переиграл во все и понял одну вещь, которую сейчас тебе очень не захочется слышать. То, что протащило меня тогда, это был не страх, это была экономика. А твой любимый survival horror, тот, который ты считаешь эталоном ужаса, сегодня тебя обманывает. Под маской страха тебе подсовывают первоклассный боевик. Узнал? Красиво, правда? Динамично, поставлено, дорого. Только к настоящему страху это имеет примерно никакого отношения. Это танец, а страх, он не танцует. И сегодня я докажу простую, почти оскорбительную истину. Настоящий ужас рождается не от скримера. Он рождается от математики. Страх в этом жанре — это валюта. И работает оно ровно до тех пор, пока ее мало. Добро пожаловать в анатомию сушки. Я препарирую этот жанр по косточкам. 8 золотых правил, которые отличают настоящий пробирающий до костей survival horror от его симулякра с дробовиком наперевес. 8 столпов, 8 причин, по которым у тебя потеют ладони. Сегодня правило номер 1. Фундамент всего. Экономика бедноты. Суть проста до жестокости. Хорошая сушка обязана кристально ясно тебе сообщить: ты в заведомо проигрышном положении. Твоих ресурсов всегда меньше, чем тех, кто хочет тебя сожрать. И вся игра — это вереница максимально невыгодных решений. А к концу ролика я доскажу ту историю про мужиков из магазина. И ты поймешь, почему, без обид, большинство современных хорроров я зову мякишами. Начнем с фундамента. Настоящая сушка вознаграждает тебя не за меткость. Она вознаграждает за изобретательность. Вернемся к истокам. Resident Evil 96 года. Самое скромное оружие в игре — нож. И в умелых руках этот жалкий ножик превращается в ультимативную машину. Он требовал идеального понимания дистанции, идеального тайминга. Зато был вечным. Патроны кончаются, нож нет. И находились безумцы, которые в это вкладывались. Сотни часов. Один стример, Чапаев, прославился тем, что зарезал Немезиса в Resident Evil 3 одним ножом, без единого полученного урона. Вдумайся, игра дала ему честную возможность. Вот тебе пустой инвентарь, вот тебе скилл, выживай. И он выжил на одном чистом мастерстве. Но обрати внимание на фокус, который тут провернули разработчики.
Нож был бесплатным, бесконечным. А значит, по моей же логике, где тут дефицит? А дефицитом был ты. Точнее, твой навык. Твоя готовность подойти к твари вплотную, когда каждая клетка кричит «отбегай». Вот она, первая валюта жанра. Не патрон, а твоя выдержка. А потом разработчики сделали ход, от которого я до сих пор снимаю шляпу. Они отняли у ножа бесконечность. В ремейке Resident Evil 2 нож ломается. И вот этим одним решением он из вечного инструмента превратился в валюту спасения. Смотри, какая дилемма теперь стоит над тобой в каждой стычке. Тебя схватили. Можно воткнуть нож в тварь, разорвать захват, спасти здоровье, но потратить ресурс прочности. А можно стерпеть укус, сохранить нож, но потерять кусок полоски жизни. Каждый раз болезненный размен. Здоровье или сталь. А в ремейке 4 они закрутили гайку еще и наоборот. Тут нож тратится на парирование. И вот ты стоишь перед боссом, и в голове калькулятор. Парировать удар зрелищно, мощно, но клинок может сломаться прямо перед самой опасной фазой. Или увернуться. Безопасно для ножа, но ты теряешь шанс на контратаку. Чувствуешь? Игра не пугает тебя монстром. Игра заставляет тебя потеть над бухгалтерией прямо посреди боя. По сути, лучший survival horror — это игра, где ты в ужасе не от зомби, а от того, что у тебя осталось 2 слота в рюкзаке, и ты не знаешь, что выкинуть. И вот тут самое время поговорить про рюкзак. Потому что мастерство в сушке — это не только тайминги в бою, это еще и логистика. Инвентарь в правильной сушке — это не карман, это поле боя. Взгляни на инди-икону Signalis. У тебя всего 6 слотов. 6. И чистейшая математика бедноты, выраженная в клетках. Взять сюжетный ключ или лишнюю пачку патронов. Аптечку или фонарь. Каждый занятый слот — это решение, от которого ты потеешь еще стоя в безопасной комнате за километр от любого монстра. Или Fatal Frame, где патроны вообще заменили на фотопленку. Хочешь нанести призраку максимальный урон и сэкономить кадры? Подпусти тварь вплотную к лицу. Дефицит ресурса тут намертво спаян с риском для жизни. Механика буквально заставляет тебя смотреть своему страху в глаза. Иначе выстрелишь неэффективно. Вот это все пацан из 90-х и любил. Он просто не знал слов логистика и размен ресурсов. Он знал одно: когда всего мало, каждое решение чего-то стоит. А теперь смотри, что происходит, когда разработчик пугается этой формулы и решает сделать игроку удобно. Есть один способ убить сушку мгновенно. Не урезать бюджет, не испортить графику. Просто дать игроку достаточно. Dead Space 3. Разработчики ввели универсальные патроны. Одна боеприпасина на любую пушку. И этим единственным решением они вырезали целый пласт тактики, на котором стояли первые 2 части. Вспомни, как было раньше. Ты тащишь плазменный резак, а игра подло подкидывает тебе патроны для трубореза. Оружие, которого у тебя с собой нет. Тащить их с собой, забивая драгоценный инвентарь в надежде, что подберешь пушку. Или выбросить и потом кусать локти. Игра заставляла страдать от выбора. А в 3 части у тебя всегда есть еда для любого ствола. Всегда. И напряжение просто испарилось. Когда у валюты бесконечный номинал, она перестает быть валютой. Это инфляция в чистом виде. Тот же удар, но уже по другой формуле. Серия «Амнезия». В первой части The Dark Descent ты дрожал над каждой каплей масла для фонаря. Потому что тьма буквально сводила героя с ума, а свет приманивал монстров. Ресурс был спаян с твоим рассудком. Гореть или не гореть? Вот это был вопрос. А во второй части, Machine for Pigs, тебе выдали бесконечный фонарь. Зачем? Главный источник паранойи просто удалили, оставив банальные прятки в коридорах. Игру, которая держала тебя за горло экономикой света, превратили в прогулку с фонариком, которая никогда не гаснет. Но по-настоящему больно становится, когда в мякиш превращается сама икона жанра. Resident Evil 7 блестяще зажимал тебя в тесной сетке инвентаря и заставлял выбирать на каждом шагу: скрафтить из этих химикатов аптечку или патроны, лечиться или стрелять. Классическая чистая злая экономика бедноты. А что сделала следующая часть, The Village? Выкатила Дюка, торговец. Золотые монетки, прокачка пушек, патроны, сыплющиеся из убитых ликанов.
Франшиза, которая буквально породила жанр, сама с довольной улыбкой сползла в комфортный безопасный угол. И давай сразу, пока ты не побежал в комментарии. 8 я люблю. Это отличная игра. Но она играет по правилам сиквела. А у сиквела свои законы. Это видно на примере кино. Первый «Чужой» — камерный хоррор. Монстр всего один. Он до предела опасен. И страх Рипли передается тебе прямо через экран. А потом выходят «Чужие». Множественное число. И это уже не хоррор, а боевик. Отличный, но боевик. Потому что трюк первого фильма дважды не провернуть. Если первая часть по-настоящему напугала, во второй зрителя уже так просто не возьмешь. И хоррор почти всегда мутирует в экшен-хоррор. Это проклятие любой серии. Дефицит сложно сохранить, когда тебя ждут больше, дороже, мощнее. И вот тут взрослый я ловлю странное чувство. Я смотрю на эти богатые, удобные, щедрые игры, и я не узнаю в них то, что полюбил тот пацан. Вроде та же серия, то же название, а хруста нет. Значит ли это, что мощному оружию в хорроре вообще не место? Нет. И я сейчас покажу, как это сделать правильно. Дело не в том, мощное у тебя оружие или нет. Дело в том, как именно оно жирает твои ресурсы. Идеальный пример — огнемет Violent Isolation. Это мощнейшая штука, она гарантированно отгоняет чужого. Нажми, и тварь отступит. Казалось бы, вот оно спасение. Но топливо тает на глазах. И вот ксеноморф ползет прямо над тобой. Ты достаешь огнемет, палец на гашетке, и ты боишься нажать. У тебя всего 50 единиц. А вдруг через минуту будет хуже? А вдруг это не последняя встреча? Вот она, экономика бедноты в дистиллированном виде. Страх потратить ресурс становится сильнее страха перед самим монстром. Оружие мощное, но процент по нему такой конский, что ты 100 раз подумаешь, прежде чем снять деньги со счета. А если ты хочешь увидеть эту формулу в идеальном, чистом сегодняшнем виде, добро пожаловать в Amnesia The Bunker. Гениальность тут в том, что все ресурсы завязаны друг на друга. Топливо для генератора — это свет в бункере, а свет — это жизнь, потому что в темноте тебя находит тварь. Но то же топливо жрет и все остальное. У тебя есть револьвер, но патроны к нему можно пересчитать по пальцам одной руки. И каждый выстрел — это грохот, который мгновенно стягивает на тебя монстра, реагирующего на звук. Видишь систему? Тут ресурсы буквально сжигают сами себя. Потратил топливо на свет, осталось меньше на все. Выстрелил, позвал смерть. Это не дизайн уровней. Это работающая, дышащая экономика, где каждое твое действие чего-то стоит. Идеальный баланс. Но знаешь, какой ресурс в сушке самый дорогой? Не патроны, не аптечки, а право на ошибку. Классические Resident Evil заставляли тебя жечь чернильные ленты ради сохранения. Лент мало, поэтому каждое сохранение — это стратегическое решение. Сохраниться сейчас или дотерпеть, рискнуть, дойти до следующей точки и сэкономить ленту. А Silent Hill пошел с другого конца. Сохраняйся сколько хочешь, но точки разнесены так далеко, что смерть наказывает тебя потерей реального времени. 15-20 минут потных блужданий псу под хвост. А это, поверь, заставляет играть осторожнее любого дефицита патронов. Ты бережешь не ресурс в инвентаре, ты бережешь свой собственный вечер. И не думай, что это пыльный рудимент, ностальгия дедов по неудобству. Индюшка Tormented Souls в 2021 вернула лимитированные сохранения через бобины для магнитофона. И это работает безотказно и сегодня. А в нынешнем 2026 году тот же прием повторила Heavy Metal Death Can. Значит, дело не в железе и не в эпохе. Дело в формуле. А формула жива. Честные сушки не пугают твой рептильный мозг скримером в лоб. Они заставляют тебя бояться осознанно. Считать, беречь, дрожать над каждой каплей. И раз уж мы заговорили о том, что считаем и бережем, пришло время вернуться к тем мужикам из магазина. Так чем же закончилась та история? Пацан приходит к суровым продавцам и выдает: есть у вас survive horror? Ступор. Потом один соображает: Resident Evil, Silent Hill. Я отвечаю: пройдено. И он лезет на полку и достает мне Countdown Vampires. Я бегу домой, и меня снова протаскивает. Так и повелось. Я заходил и спрашивал: есть новые сушки? А они отвечали: сегодня без хруста, парень.
Потом магазин сгорел. Ребята приехали в магазин «Протон». Я все равно продолжал к ним ходить за новой порцией страха, которую больше негде было взять. Спасибо вам за детство, парни. Этот нейминг теперь со мной навсегда. И знаешь, что я понял только сейчас, разобрав весь этот жанр по косточкам? Эти мужики продавали мне дефицит. Ни диски, ни игры. Ощущение, что у тебя мало, что каждый патрон на счету, что надо беречь. Они торговали той самой экономикой бедноты и не знали этого. И я не знал. Но именно она сделала меня тем, кто сейчас снимает это видео. И ведь слово-то идеальное. Настоящий хоррор, он твердый. Об него можно сломать зубы, если жевать слишком быстро. А современные экшен-поделки – мягкий, удобный, безопасный мякиш. Жуются легко и забывается так же легко. Раскол в жанре – это по сути разница между двумя философиями. Философией дефицита и философией изобилия. Это как идти с другом по улице с одной пачкой кириешек. Один съедает все сразу, а потом голодает и завидует. Другой растягивает по сухарику и кайфует всю дорогу. Сушка — это про второго. Про то, что ценность есть только у того, чего мало. И настоящий трепет рождается именно там, в нищете. 1 хитпоинт, 3 патрона, сломанный нож, сохранение было час назад. За углом что-то скребется, но ты идешь вперед, потому что только в этом тотальном, честном, безжалостном дефиците ты вдруг чувствуешь, что по-настоящему живой. Вот этот пацан из детства и покупал у мужиков из Протона. Ощущение, что он живой. И тут у меня к тебе два вопроса. Не ради галочки в алгоритме, а правда интересно. Первый. Какая игра твой личный эталон дефицита? Тот момент, где ты, как и я с огнеметом, боялся нажать на курок. Напиши в комментариях. Я читаю, все собираю, а лучшее выкладываю в мой телеграм-канал. И второй, посложнее. Мне, честно говоря, кажется, что ковыряться в уже известных всем франшизах немного моветон. Но так ли это? Тебе вообще интересен разбор больших знаменитых серий? Или копать надо в сторону всякого дикого инди, о котором никто не слышал? Скажи прямо, я подстроюсь. Экономика бедноты – это только фундамент. Правило номер 1. Но что происходит в ту секунду, когда ты все-таки решаешься спустить курок и потратить тот самый драгоценный патрон? Надежно ли он сработает? В следующем выпуске «Анатомии сушки» правило номер 2. Ненадежный бой. Я докажу, почему в настоящей сушке пистолет – это не спасение, а кредит под конский процент. И почему удобная надежная боевка убивает страх наглухо. Так что не переключайся надолго. У нас есть еще 7 правил. Увидимся, выживший.